Елена, Здравствуйте. всем привет. Привет. Настя Да, привет. пришла. Привет. У меня почему-то как-то тут... ладно, это не важно. Ну что, у Всё нас прекрасно. сегодня... А? У нас все прекрасно. Напишите нам, Да, пожалуйста, нас слышно, видно вообще. Мы да, есть. можете обратную связь немножко дать? Так, У меня как-то... вот, все, я нашла, в чем проблема. видно, слышно, Отлично, да, спасибо Настя большое. Ага. написала. Спасибо. Ну что, мы решили взять сегодня такую тему, э, кому нужен коуч, вот, и вообще разобрать, что такое коучинг, потому что я или мы, да, часто сталкиваемся с вопросом вообще. Эм, Да. Интересное такое наблюдение, Мгм. что часто к коучу приходят даже не как к психологу там, да, а как к ментору за советом. Вот, прям Ну, поговорить. хотелось бы сегодня этот миф развеять. Мгм. Вот. И начать, да, кстати говоря, напишите, откуда к нам присоединился. Вот. Я в Германии, в Дюссельдорфе. Я в Светик. Екатеринбурге, в России. Вот какая у нас сегодня география вообще. Интересно было бы посмотреть. У нас, наверное, немного пока что, но вот кто будет смотреть в записи, тоже поделитесь. Откуда вы в комментариях, тоже было бы интересно, на самом деле, кто нас смотрит. Знаешь, у меня есть такое предложение. Можно мы пару слов расскажем о себе вообще, и как мы пришли в Мгм. коучинг? Как мы вообще туда попали? Каким нас Давай. ветром туда занесло? М? Давай. Начать? Конечно. Ну, давай начну. Привет, всем привет, друзья. Меня зовут Светлана Вишневецкая. А, Я уже шестой год помогающий практик, а, занимаюсь дизайном человека, кинезиологией, веду трансформационные игры и являюсь терапевтом метода исцеления воспоминаний. В общем, много у меня таких аспектов, в которых я исследую вообще людей. Вот. И получается, коучинг, как мне казалось, был такой, таким связующим звеном между вот этой моим прошлым в самопознании, а до самопознания у меня еще было 20 лет бизнеса, работы в международной компании, на руководящих должностях, и коучинг мне вот как бы стал таким связующим звеном. И вообще в коучинг я попала случайно, моя подруга мне сказала, мне кажется, тебе надо, я прям чувствую, тебе надо, я упиралась как могла, но мне прямо зашло, потому что благодаря коучингу и все другие аспекты моей экспертизы, они как-то заиграли другими красками. Поэтому я прям кайфую от коучинга, это прям мне сильно нравится. Ну, у нас это взаимно, это наша общая тема. Вот, Да. да. Я тогда тоже расскажу о себе немножко. Меня зовут Мгм. Наталья Гусева. И я попала в коучинг, собственно, тоже, можно сказать, случайно. Попала в коучинг специально, как звучит-то, да? Правильно, случайно. Оговорочка. Мгм. Да, попала случайно. Вот ты говоришь подруга, а у меня на работе нам пришел, у нас был какой-то групповой тренинг, и говорят, ну вот есть человек, который, он уже там практикующий коуч, ему нужно часы наработать. Можно попробовать просто сходить на 5 сессий, и все. Ему вот, вам полезно, и, короче, ему хорошо. Кто хочет. А я на самом деле в это время, к этому моменту, уже довольно долго была в терапии. И, ну, так уже в то время, наверное, уже там ну, там, ходила к психологу по запросу только, то есть уже тогда в нерегулярной терапии, потому что я понимала, что, ну, я уже прихожу, мы уже из пустого в порожнее, уже там приняла все, что только можно было в себе принять. Вот.
Ну и типа, что такое коучинг? А вот вы сходите, говорит, и узнайте, что там, что вам стоит дом построить, как говорится. Нарисуем, будем жить. Думаю, ну, правда, тогда что-то там 5 евро стоила сессия. Я такая, думаю, пойду, схожу. Смотрю, что это такое. Ну и что, я втянулась. И в итоге я прошла там эти 5 сессий и осталась во всем в этом, и работала много лет. Ну как много? Три-четыре, сейчас уже четвертый год получается во всем этом. И он просто вот, это коучинг не просто поменял мою жизнь, а поменял, ну, наверное, меня. То есть мне кажется, что он просто планету под ногами под моими изменил. То есть вот я как будто я жила на одной планете, а после того, как туда попала, я живу теперь вообще просто в другом каком-то мире. И это, конечно, ну вот это, наверное, то, да, что там я как коуч хочу показать и несу людям, ну, кто приходит ко мне на сессии. Вот. А в Мгм. прошлом я работала на телевидении, сначала там художником, по образованию я художник, постановщик кино, телевидения, театра. Работала художником, потом там на позиции режиссера, потом на продюсерских позициях. То есть ну, было опыт управления командами. То есть тоже там под конец уже такие были должности руководящие. Вот. Ну и, собственно, у художник тоже, да, там. Но это было другое. Это было другое. Сфера кардинально отличается. И с появлением коучинга в моей жизни у меня появилось сначала менторство, а потом он пришел, вот скажем так, да, то есть сначала мои друзья, знакомые начали приходить ко мне, а посоветуй, подскажи, потому что видят, как меняется жизнь, как я изменилась, а что ты делаешь, вот. Я думаю, а почему бы из моих советов не сделать, собственно, бизнес? Продукт Вот. какой-то, да. Мгм. Пошла учиться, в итоге стала коучем и совершенно счастлива. Вот, вот такая вот такой опыт, такой бэкграунд. Так что вот эта тема, про которую мы сейчас говорим, вот честно, я бы, наверное, если бы не знала, что такое коучинг, то есть мне бы кто-нибудь сказал там, да, что вот есть тут такая штука, как коучинг, тебе он бы был классный. Если бы у меня не было тогда предложения попробовать, ну, там, условно, за 3 копейки, там, за 5 Мгм. евро, я бы никогда в жизни бы не узнала, ну, или подумала, ну, это очередная какая-то там, типа, терапия, мотивация, как вот все время, да, коуч, это же как переводится как тренер. То есть я бы Да, подумала, да. что это, типа, какой-то тренер личностного Спорт, роста, какой-то вот это вот спорт. вся... Да, 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 Ага. вставай, иди, Блиновская, вот куда-то туда. Вот. А у меня вообще было интересно, у меня подруга коуч, она прямо коуч-коуч, и как бы и много лет мы с ней дружим, и ну коучи, ладно. И для меня это вообще ни о чем не говорило. Единственное, что я как бы вот из нашей дружбы вынесла, это какие-то коучинговые вопросы. Ну и чё? Ну вопросы и вопросы. Я понимаю, то есть я как бы знала, что коуч задает вопросы. Зачем он их задает? Какие конкретно вопросы? Я тоже не знала. Но я такая думаю, ну если я буду в своей деятельности просто задавать вопросы, я буду типа а-ля коуч. И мне кажется, многие тоже вот как бы так думают. Слушай, ну вот мне прям хочется, да, тогда давай начнем с того, что Да, такое да. коучинг. Вот для тебя, когда у тебя спрашивают, что такое коучинг, что это для тебя? Знаешь, коучинг– это возможность изменить свою жизнь к лучшему. Мгм. Причем самостоятельно изменить свою жизнь к лучшему. Потому что коуч, ну то есть коуч это тот человек, который проводит коучинг, он же ничего не учит, ничего не советует, ничего не Мгм. подсказывает. Что делает коуч? Какие у него инструменты? Как говорили нам наш преподаватель, это большие коучинговые уши. Мгм. Коуч слушает. Причем есть ведь 3 уровня слушания. Можно слушать то, что говорит клиент, можно слушать то, что он подразумевает под своими словами, да, а можно слушать поле. То есть, Мгм. опять же, да, сколько вас человек в сессии? Коуч, клиент и
и то, что есть между вами, некая вот эта сущность, которая появляется. И коуч слушает, и уже интуитивно на основании того, что он выслушал, услышал, он задает какой-то вопрос, при помощи которого он может достать из клиента что-то новое для клиента. То есть, отвечая на вопрос коуча, клиент может удивиться, услышав свой ответ. Вот. То есть коуч ничего не подсказывал, ничего не посоветовал, он просто спросил. А у клиента инсайты. И то есть коуч слушает, задает продвигающие вопросы, помогающие клиенту достичь тех целей, которых он достичь не может самостоятельно, потому что у него есть некое слепое пятно. А коучинг дает возможность как бы это слепое пятно протереть. Протри камеру, мне вчера написал сын. Протереть эту камеру и увидеть. Вот. Вот так бы Слушай, я как классно. объяснила. Угу. Мгм. А ты Мне как? прям нравится вот эта метафора про поле, Угу. что можно Угу. слушать, что говорят, можно слушать, что подразумевают, и третье, что на самом деле, да, вот говорит поле. Да, да, Мгм. да. Да, я всегда говорю своим, там, ну, кто спрашивает, да, что это тренер для мозга. На самом деле, в наш век, когда у нас АИ, я могу сказать, да, вот по опыту, ко мне приходят клиенты, у всех GPT-чат. Я подумал об GPT-чат, но что-то не делаю. Но что-то вот у меня уже план выстроен, все есть, но я не делаю. То есть вот для меня, да, там терапия — это про принятие, про какие-то там, что с тобой что-то не так. А коучинг для меня — это у тебя уже есть все необходимое. Вот как в зал ты приходишь, у тебя руки, ноги есть, все есть, тебе нужен только человек, который будет тебя направлять. Или там говорит, что для того, чтобы накачать задницу, делай вот так. Для того, чтобы... Ну, то есть для того, чтобы привести тебя к результату. Вот. И, собственно, коуч — это, наверное, тот самый человек, который для меня, который тренирует ваш мозг, который задаст правильный вопрос. То есть вот концепция такая: с тобой все окей, но для того, чтобы ты достиг своей цели быстрее, тебе нужен тренер. Вот как в спорте нужен тренер, чтобы стать Классно. лучшим, Да, да, как да. там в математике нужен учитель, чтобы стать лучшим, так и в достижении какой-то задачи. То есть в коучинг приходит человек целостный, с ним все в порядке, у него реально все хорошо, но какая-то сфера жизни, ему хочется ее улучшить. И вот он тогда туда или изменить. И вот он Мгм. тогда приходит. То есть коучинг для меня — это такой инструмент, вот, об который ты можешь подумать, об который ты можешь простимулировать, там, потренировать свой мозг. Вот. Поэтому, ну, иногда сложно бывает людям объяснить. Мне кажется, что вообще, да, в жизни, ну и в том числе в коучинге, лучше один раз попробовать, что это такое, Да, чем 20 раз прочитать. Вот. Такая история. Кстати говоря, кто не знает, на всякий случай расскажем, что в Эриксоне проходит акция, и можно попробовать да, дегустации коучинговые, можно попробовать одну сессию, что это такое, вот, да. абсолютно бесплатно. Что такое эриксоновский трансформационный коучинг? Мне кажется, что это такая классная идея, классная возможность, а потом уже решить, хотите вы, надо вам это или нет. Мгм. Оставим Вот. тогда ссылочку под видео, и можно Да, будет под как видео ссылку коуча и оставим. да. Мгм. Вот. Да, да, Скажи, пожалуйста, давай так, я тебя поспрашиваю по да. коучинговому. Покоучу тебя. Ага. Да. Было ли у тебя такое, что, ну вот клиенты прям приходили к тебе как к коучу, ну, типа, коуч учит жизни, я сейчас приду за советом, сейчас мне разложат. Вот. Ну, вообще, как бы только так и было изначально, потому что раз у меня мои клиенты в основном сначала были те клиенты, которые раньше со мной работали не как с коучем, и для них это просто как бы была такая возможность повзаимодействовать со мной дополнительно, вот. И когда я говорила: так, ребята, я сегодня вам не наставник ни разу, ничего я вам про вас не расскажу,
люди удивлялись тогда, а тогда что? Что мы тогда будем делать? И, соответственно, первый вопрос, а что вы хотите? Да, что вы хотите? Это, ну, то есть, ну, можно как бы сказать, что в коучинге есть вот эти 4 базовых вопроса. И первый базовый вопрос это, а что ты вообще хочешь? И даже ответив себе на этот вопрос, можно очень сильно продвинуться, потому что как бы многие просто теряются, а что я хочу? Скажите мне, что я хочу, да? Или посоветуйте, а что мне захотеть? Нет, это не коучинг уже, это вам в другую в соседнюю дверь. Вот. А здесь вот, а что вы хотите? И знаете, даже как бы, если вы ничего не хотите, это тоже окей. Давайте эту тему поисследуем. Угу. Мгм. Такое тоже может быть. Вот так. Постепенно эта Да. мышца оживает. Знаешь, это как мышца, да? Если мышцу качать, она начинает работать. Точно так же и вот Мгм. это вот, а что вы хотите-то? Возможность хотеть. Вот. Вот так вот. Мгм. Еще один, да, такой вопрос, который хотелось, Насыщи. ну вот, Угу. хочется Да. потестировать. Это то, Угу. что коуч — это мотивационный спикер. Это такой, ты придешь, и сейчас тебя накрутят, и ты такой пойдешь, пойдешь, как заводная игрушка, что-то делать. Вот, Угу. и люди Кстати, многие да. такие, не пойду к коучу, потому что сейчас меня Угу. там типа, замотивируют страшным образом. Угу. Скажи, пожалуйста, как ты на это смотришь? Были у тебя такие кейсы? Слушай, у меня вот таких кейсов не было, но я сама такой кейс. Я реально, у меня было реально много лет в голове вот это вот, что коуч — это вот тот самый Тони Роббинс, который вот Мгм. на сцене и который качает публику. И когда я пошла учиться коучингу, я прям удивилась. То есть я не буду никого мотивировать, никуда, ничего. Хотя, смотри, мы ведь мотивируем такие. А как мы мотивируем? Задавая мотивационные Вопросики. вопросы, вопросики. И человек такой, о, да я крутой, да я сам, да я сам. То есть человек сам доходит до того, что он сам себя мотивирует при помощи вопросов. И это, мне кажется, гораздо более ценно, да ведь? Да, слушай, мне на самом деле в коучинге очень нравится история с тем, что человек приходит с тем, что, ну, там, нужно какой-то сделать пошаговый план, там, или, ну, какую-то такую задачу ставить, или говорит, я вот хочу делать, но не делаю, нет мотивации, а задавая вот, ну, в процессе, следуя, да, свой, там, свою точку Б или какой-то свой запрос, или какой-то там, можно назвать как угодно, да, какую-то там проблему, с которой он пришел, ведь с этим тоже иногда приходят. А, через вот эти вопросы со всех сторон, да, то есть вот у меня такое, знаешь, что коуч — это такой рыбий глаз, знаешь, как вот раскрывает вот так во все стороны, и человек такой иногда отвечает на вопросы и в процессе говорит, боже, а я даже так вот даже и не думал об этом, вроде бы все было понятно, оказывается-то мне ничего не понятно было, Да. вот, при И том, что смотри, он никто сам ничего не отвечает. объясняет. Да, и он сам отвечает себе, и сам удивляется тому, что он отвечает. Да, Вот. да. А знаешь еще какой вот есть один миф? Вот как тебе это? То есть такая тема, что как будто коуч — это психолог. И знаешь, вот сейчас вот так-то принято, все себя пишут коуч, запятая, психолог, игропрактик, тра-та-та, там и так далее. И вот как тебе вообще кажется, это вот одно и то же коучинг и психология? Слушай, ну для меня коучинг и психология — это ну просто вот диаметрально противоположные вещи. Ага. В коучинге от психологии, наверное, только то, что это сессия один на один, и два человека в ней участвуют. Ну вот, Мгм. наверное, вот только вот это. То есть это настолько для меня разные вещи, да, как я уже и говорила, что психолог помогает, ну вот мое мнение, принять себя таким, Мгм. какой ты есть. Какие-то, может быть, свои там переживания, травмы, Мгм. ну,
проработать это будет очень громко сказано. Мое мнение, что проработать до конца что-то, ты можешь ее осознать и уже жить с ней осознанно, да, там с каким-то вопросом прошлого там и так далее. Коуч все-таки это не, ну, не про проработку. Коуч — это человек, который спрашивает: окей, у тебя был вот такой вот бэкграунд, и он привел тебя сейчас в эту точку, в которой ты находишься. И чего ты хочешь на самом деле, имея все, что ты уже имеешь? Типа, ты такой классный, а что хочешь-то? Вот. И мне Да. очень нравится, знаешь, когда люди говорят: «Ну, я вот не хочу то-то, 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 то-то». Да, а хочешь ты чего? Вот. Хорошо, Да, мы чего не знаем, что хочу, то ты не я... хочешь. Да, Не- да, то есть как не хочешь, это вот к психологу. Ну, то Да, есть вот там да, можно попереживать. да, да. В коучинге тоже можно попереживать, тоже можно прийти со страхами, тоже есть разные инструменты и работы и через НЛП-техники, и через гипноз, и много-много техник, которые также используются в психологии, но они все направлены на будущее, на Мгм. то, чтобы твоя цель была максимально для тебя экологичной, привлекательной, классной и, ну, такой адекватной. В общем, тебе очень сильно хотелось к ней идти. Вот для меня все-таки это две совершенно разные вещи. И вот Что твой смотри, опыт говорит на эту тему? Мгм. вот я, знаешь, да, я полностью согласна. Я просто хотела добавить, что с запросами там, почему, вот, то есть с запросом, я хочу разобраться, почему там тогда-то мне там не поделились со мной мороженкой, с таким, с таким вопросом это не коучу. То есть почему найти причину, осознать что-то в прошлом, это вообще не коучу. И даже Мгм. порефлексировать о прошлом, это тоже не коучу, это психология. А вот зная уже вот какие-то такие истории из прошлого, да, то есть, например, я знаю, что я там неорганизованный, так вот, а я хочу там достигать своих целей, там, да, и вот это коучу. То есть я прихожу и говорю: ты знаешь, для меня соблюдать режим дня, ну капец как сложно, но я очень хочу. То есть я не буду выяснять, почему я не соблюдаю режим дня. Я просто скажу: я хочу соблюдать режим дня. И вот это коучу. Или это. Здесь мы не работаем там с мамой, и с детством, и с учителем, с первой учительницей. Это не здесь. И даже мы не пытаемся там разобраться, почему у меня заболела нога когда-то или сейчас. Нет. Мы можем, вот про ногу, кстати, да, то есть человек может прийти к коучу и сказать: ты знаешь, вот у меня болит нога, когда я бегаю, но я бы хотела бегать. И как бы я могла это делать? Я хочу эту тему поисследовать. Вот это коучу. И, возможно, в ходе исследования клиент, или как мы называем, чемпион, у нас даже нет названия клиент, да, мы Да, у называем нас клиент чемпион. слова нет, это точно, да. Да, да. И может в ходе исследования чемпион как раз поймет, что мне нужен остеопат, мне нужна там какая-то там гимнастика, ЛФК, мне нужно там ходить с палками, я не знаю, велик выбрать там, плавать, двигаться, но не бегать. Или, или может быть там велосипед, ну вот этот вот тренажер такой. То есть вот Мгм. это коучу. То есть не тогда, когда ты приходишь и говоришь: вот так, а как делать по-другому, 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 пожалуйста. Мгм. Вот это история. Вот, вот Думаешь, какие вообще, ну, то есть кому нужен коуч? Вот если вот так подытожить, может быть, да, или добавить что-то, кому нужен коуч? всем нужен коуч, но разный, кстати, да, мы можем, коучи разные нужны, коучи всякие важны, это детское стихотворение. Но это реально так. Есть лайф-коучинг, то есть это человек, который с развитием твоей личности, то есть с улучшением, ну, там, с тем же бегом, да. Есть там executive коуч, коуч, который работает с бизнесом, ну, то есть ты можешь прийти с какими-то целями развить
бизнеса, если ты там бизнесмен, предприниматель или какой-то менеджер. Есть family коучинг, это то есть работа с семейными отношениями. Есть коучинг для детей. Есть секс-коучи. Представляешь? Да. Не, ну Да. реально как бы, ну хоть и такая, но, ну то есть тоже не о том, чтобы покопаться, да, в прошлом, а о том, что хочу, чтобы там моя жизнь стала более качественной, а почему нет? И здесь М. нужен коуч. Ну вот Вот. как понять, например, человеку, что вот мне нужно вот этот вопрос коучинговый, как думаешь? Этот вопрос коучинговый. Когда твой запрос направлен на будущее, когда ты хочешь что-то поменять, хочешь что-то Мгм. изменить в жизни, да? Мгм. Вот. И знаешь, еще, наверное, не тогда, когда ты в кризисе и весь в обмороке. Я тебе сегодня картинку отправила. Помнишь? Да. Там картинка была, женщина лежит на диване, и она, это, отвернувшись к стене, там сидит коуч и говорит, это, Настя, спасибо, что ты пришла. Вот, и говорит такой, это, типа, большие деньги, успешная команда и все такое, здесь есть с тобой вот такое. Ну, то есть, когда ты не можешь стоять и, ну, то есть у тебя нет сил просто как бы свои какие-то вот элементарные функции, то это, скорее всего, наверное, не элементарные функции жизненные, да, осуществлять. Это, скорее всего, наверное, не коучу. А вот когда Мгм. ты говоришь, что вот я хочу вот куда-то вперед, то это вот, Мгм. наверное, вот. А знаешь, я тебя Мгм. хочу спросить, а все-таки, вот то есть мы говорим о том, что коуч, он задает вопросы, он слушает клиента. А может ли коуч поделиться своим мнением в сессии? Все-таки. Какая провокация. Где, Ай-яй-яй. Да, кстати, где лазить? это у меня прям было несколько, я думаю, что можно объединить, да, и тогда про кейс рассказать. То есть Да. было несколько Мгм. чемпионов, которые пришли ко мне и, ну, как бы пришли прям за советом. То есть, типа, и чё делать? Или там, а что мне захотеть? Вот такая вот Мгм. история. Мгм. И Вот. как ты вышла из этой ситуации? Ну, для начала, да, очень важная такая ремарка, что, и, кстати, это очень распространено, я прям даже несколько роликов видела в интернете, что типа коуч мне посоветовал, а типа один коуч однажды дал мне там ужасный совет, который типа разрушил мою жизнь. Или коуч Плохой мне коуч. однажды посоветовал то, что изменило мою жизнь навсегда. Ну, Мгм. там и в положительном, и в отрицательном ключе. Коуч никогда не может не давать советы, когда меня об этом просят и когда у меня об этом спрашивают. Я всегда говорю, что я же не знаю, как бы, как вам лучше, как минимум, а как максимум, скорее всего, вы сами знаете ответ, да, то есть обычно на такое я говорю: "А как ты думаешь, там, что мне делать? Тра-та-та-та-та". Говорю: "А как ты сам думаешь?" Вот, это Ну, самый такой отрезвляющий ответ обычно, и у человека запускается там какая-то мыслительная деятельность. Вот, ну, конечно, советы даже по какой-то большой просьбе, ну, я не даю. мгм. Бывает такое, что я могу поделиться наблюдением. Я могу Да. во время Да, сессии да. сказать: Мгм. знаешь, вот мне тут что-то показалось, и я бы хотела поделиться. Вот тогда, ну там, Мгм. или предложить попробовать какой-нибудь инструмент, что вот есть такой инструмент, может быть, Мгм. он сейчас там, в рамках сессии может помочь тебе, как ты, ну, Мгм. хотел бы ты потестировать. То есть я могу предложить использовать инструмент, но это все равно коучинговый инструмент, это все равно серия вопросов, Мгм. которая ни в коем случае не является там какой-то тезисной или никакие советы. Да. Обязательно это все равно. Ам, Ты знаешь, вот мне прям сейчас это такое у меня, наверное, какая-то такая актуальная, болючая тема. А,
Вот многие сейчас используют этот GPT-чат, вот про советы. Как Да. и почему коуч работает по советам, да, через вопросы лучше. Значит, рассказываю. Вот ты делаешь запрос в GPT-чат. GPT-чат, сформулируй мне там такую-то, такую-то там идею, ну, грубо говоря, там бизнес-план построй мне. И дальше распиши мне его по шагам. И вопрос в чем? Что когда коуч, когда GPT-чат выстраивает тебе вот эти шаги, это его шаги. Даже если они супер логичные, ну, тебе надо быть либо мега дисциплинированным, либо они должны максимально отозваться к тому, типа, быть максимально близки к твоему мышлению, чтобы ты к ним приступил. Когда ты работаешь или думаешь об коуча, об специалиста, ты сам формулируешь шаги. То есть это твое решение, это твоя идея, это твой стиль, это то, что ты сам придумал, и то, что ты сам Пропускаешь будешь через делать. себя, да, эмоционально заряжено, ты это пропускаешь через себя, и это вот прямо инсайт, вот это прямо Да. твои инсайты. А когда ты это читаешь в GPT-чате, о, как круто, о, как логично, но там нет эмоционального заряда, там Да. вообще Потому не что ты. Потому что идея, которая родилась у тебя в голове, это идея твоя. Это твой маленький, там, не знаю, ребеночек. Это твое создание. И, конечно, к своему созданию ты будешь относиться более бережно, чем то, что там очень логично, но холодно, там, прописал тебе условно, там, ну, GPT-чат или еще кто-то, да, можно Да. нанять, опять же, есть менторы по достижению цели, это совершенно другая история. Она Мгм. тоже заряжена иначе. Она заряжена авторитетностью. Почему? Опять же, да, когда ты разговариваешь с искусственным интеллектом и когда ты разговариваешь с ментором, то, что будет там советовать или рекомендовать, или там, в общем, какой план тебе пропишет ментор, ты скорее будешь ему следовать, просто потому, что ментор для тебя авторитет, потому Мгм. что ты опираешься на его опыт. Когда ты, ну и это Мгм. тоже заряжено именно вот эмоционально тобой, потому что был твой выбор нанять этого человека. Вот. Поэтому это такая, да, история с советами и с использованием. Вот очень много сейчас читаю статей, и очень много клиентов приходит. У меня, говорит, план, я вот тут мне все расписали, у меня уже в табличке, я попросил, типа, GPT-чат просмартовать. Идея полностью вообще там, ну, то есть, говорит, Наталья, я прям знаю шаг за шагом, что делать. Вопрос, я ни хрена не делаю. Ну, потому что это ж не ты придумал, это же не твоя, ну, казалось бы, это твоя идея, потому что ты это проговорил с машиной, но ты не проговорил шаги. А шаги это все-таки такая А еще, важная тема. да, и меня вот еще как раз вот сейчас пришла на ум тема ответственности. Смотри, да, то есть интересно, вот она прямо вот Да, переплетается. То есть когда это родилось внутри тебя, то есть ты как бы за этого ребенка отвечаешь так-то. Тебе нужно его вырастить, либо не вырастить, да. А когда это просто там GPT-чат тебе, ты такой, ну да, ну и чё, ну и ладно. Вот. да. Ну, да, вот, кстати, тоже такая интересная история. Я не знаю, сталкивалась ли ты на сессиях. У меня есть прям несколько клиентов, которые мне говорят, ну, когда я вам пообещал, Да, я как будто бы должен сделать. у меня Хотя в бывает, сессии, я как будто, знаешь, такая, как домашку проверяю, сижу, такая училка. Ну и какое у тебя было домашнее задание? Человек такой напрягся. Это тоже не так. да, да. Но когда ты обещаешь GPT-чату, не так стыдно не делать. Все равно работает. Да-да-да-да. А вот когда ты коучу пообещал. Да, Да, да. это все равно работает. Хотя, ну, конечно, к сожалению, есть, ну, люди, которые там, у меня вот было такое, да, я сделал вчера все, что собирался сделать в течение недели, просто потому что знал, что завтра у меня с вами встреча. Вот. И тогда Это бы я всегда спросила, и как тебе с этим?
Что ты по этому поводу чувствуешь теперь? Но это, кстати, тоже неплохо. Так-то. То есть он сделал, значит, это какая-то была, ну, его настоящая тема, истинная. Да, да, однозначно. Да. Ну, конечно, стоит все-таки, чтобы, ну, как бы, как мне кажется, да, понимать, что когда вы приходите на сессию к коучу, это не руководитель ваш. Вы равны. Сделали вы, не сделали. Это совершенно не важно. Эти шаги, которые вы себе прописали, это ваше личное, ну, простите, ответственность. Это ваше личное дело, делать или не делать. Это ни в коем разе не повод там, ну, не прийти. Наоборот, это повод прийти и сказать, я не сделал. Мгм. Возможно, тут есть вопрос, почему ваши шаги, которые вы сами себе прописали, не привлекают вас настолько, что вы их как бы не делаете. Вот тут вот эта тема, с которой Да, это как стоит раз прийти. может оказаться, да, такой поворотной темой. Да, Да. я понял, что я не хочу это делать, значит, что-то, да. Мгм. Да, Хочется, знаешь, затронуть такую вообще тему. Почему? Ну, мы не работаем с вопросом «почему?», но все-таки мы его да, сегодня обсудим. да. Э, Почему коучинг вообще работает как инструмент или ну вот, как как такое пространство, да? Э, Почему именно приходя к коучу, по твоему мнению, человек начинает что-то делать? Почему он не делает или там не может делать самостоятельно? Слушай, это прям такой вопрос интересный, у меня как будто даже нет на него ответа. Вот. Интересно, если... То есть, почему? Так, знаешь, как будто бы хочется сказать, ну, я же заплатил денег, поэтому Мгм. как бы да, Мгм. ага. Есть такая тема тоже, и мы как бы об этом знаем, да, то есть когда достаточно дорогостоящий коуч, ты там 100 раз подумаешь еще с каким запросом прийти, и что это действительно важный вопрос, ты сам не можешь с ним поработать. Мгм. Вот, почему еще меняется? Как бы это же меняется, как меняется сознание. Это же вот еще зависит от того, какие вопросы задаются, да. То есть, может быть, вот то, что мы сегодня обсуждаем, у слушателей сделать. Нет, это всем как бы самые сильные они не про деньги, а про ценность, про саму личность человека. Как Мгм. тебе моя мысль свежая моя? У меня, к сожалению, пропала связь. Мгм. А нет, вроде слышу и вижу. Так, да, слушай, ну, ты сказала про то, что это работает как миссия, да, Можешь Нет, повторить, я потому что я сказала не про знаю в то, записи. да-да-да, Мгм. я скажу. Смотри, я говорю, может быть, создалась иллюзия, что коуч только задает вопросы, что делать и какие у тебя будут шаги, да? Какой у тебя Мгм. план? На самом-то деле нет. Самые сильные вопросы, они про ценности человека и про саму личность человека. И когда и коуч, он может вот этими разными вопросами с разных уровней, он может играть. И он не мотивирует человека что-то делать. Вот это, кстати, важно. То есть не мотивирует, вообще не мотивирует. Но задавая Мгм. вопрос что-нибудь о личности человека или о каких-то ценностях, то действительно может случиться какое-то понимание своей новой роли, вообще понимание себя в другой роли, да? Да, действительно. Почему мы, например, что-то не делаем, да? Потому что мы себя не Что-что? видим там. Почему мы, Мгм. например, можем что-то не делать? Потому что мы себя не видим в этом. То есть мы себе не присвоили эту роль.
да? Ну, то есть я как бы... Почему я плохо рисую? Потому что я не художник. Если бы Мгм. коуч поработал с моей вот этой идентичностью художника, я уверена, что мои художества стали бы гораздо лучше. И Да. так оно тоже работает, да? Вот. Слушай, ну да, то есть вот мое такое ощущение, наверное, что коучинг работает, Мгм. потому что он, вот у меня такая метафора родилась, знаешь, вот такая линейка, и на ней вот такой шарик, и вот он на месте стоит, этот шарик, и ты вот ему, ну и как бы вот он балансирует, вот твое мышление, ты привык так, вот ты в норме. И ты приходишь к коучу и говоришь, я хочу куда-то там вправо или влево сдвинуться, как вот этот шарик. И коуч начинает в этом направлении вот эти вот своими вопросами продавливать Мгм. так плавненько. Причем не так, что там шарах, у тебя там крыша сдвинулась, как вот, да, там на дисциплине люди делают, там на силе воли. Это вот прям взять и вот так вот, ну, туда, ну, катиться. Мгм. Коуч мягко так. И у тебя возникает вот, ну, какое-то желание туда двигаться. То есть и вопросы глубже, и глубже, и глубже, да, за счет того, что мы задаем вопросы на разных уровнях, от там действий до вообще глобального там изменения мира. И такие есть запросы, да, запросы разные. И в зависимости от глубины запроса вот эта линеечка такая сдвигается, и шарик такой начинает катиться там. Вот. Бывает такое, что в процессе выясняется, что хочется, чтобы шарик катился в другую сторону. Такое тоже бывает. И вот для меня коучинг, наверное, да, это вот такой инструмент, который выводит тебя из баланса, как бы это ни звучало, и выводит в ту сторону, которую тебе хочется. То есть за счет того, что ты привык катиться вот по накатанной, да, вот по вот этой Да-да-да. колее, катишься, 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 а коуч такой, а вот если вот так тебя повернуть, а вот если вот так тебя повернуть, и ты такой, а что, можно было? А что, и так можно было? И вот в этот момент приходит какой-то инсайт, именно поэтому коучинг работает. То есть, ну, он раскачивает тебя из привычного, причем делает это достаточно мягко. Э, Почему я пришла в коучинг, да, когда эмигрировала? Потому что, или там начала давать сессии, когда эмигрировала. Потому что вот иммиграция для меня — это тоже такой коучинговый процесс. Это трансформационный, офигенный процесс, когда у тебя все новое, и ты просто ходишь и офигеваешь. Коучинг — это та же такая иммиграция, только вот микро, то есть Внутренняя без, миграция. да, то есть без стресса, ты просто исследуешь что-то новое. И в этом, Мгм. конечно, и поэтому оно работает, потому что ты начинаешь, открыл в себе что-то новое и начинаешь это замечать везде, тестировать, прощупывать. А как это тут работает? А как это там работает? О, а что я так могу? Ну ничего себе, то есть осознанно начинаешь двигаться. Вот. И, конечно, чем глубже ты уходишь, чем глубже ты себя познаешь, тем больше хочется это тестировать, да, применять в мир, и на самом деле даже не замечаешь, как меняется твоя жизнь, мир вокруг, и она не становится там лучше или хуже, или она становится такой, какой ты хочешь. Вообще становится не сильно важно, кто что вокруг там. Ты начинаешь видеть как вот сквозь пространство, как я хочу. И вот она становится такой, какой ты хочешь. А еще удивительно, то есть вот даже вот как бы работая с какой-то темой, да, как бы когда начинаешь, заходишь в коучинг, кажется, ну это же невозможно. Как? То есть я там хочу это, хочу, а потом раз, и через какое-то время ты себя уже в той точке Б вообще незаметно, так организм, ты уже, у тебя все прям Да. удивительно. Вот. Да. Мгм. Инструмент потрясающий. Мгм. Как ты Да, думаешь, да. есть ли что-то, что хотелось бы добавить для того, чтобы рассказать про коучинг? Что такое коучинг? Что такое вообще, кому он нужен? Или, ну, в общем, что-то, что могло бы быть вишенкой на торте?
Знаешь, наверное, я бы сказала, что коучинг нужен тем, кто хочет двигаться и менять свою Мгм. жизнь. Мгм. У меня прям тема Причем перемен в абсолютно в любой последнее время. сфере. В А? какой сфере? Я говорю, тема перемен прямо в последнее время, она прямо на слуху. В любой сфере, в любом направлении. Ну, то есть что-то, если ты хочешь поменять, то это точно к коучу. А, кстати, Ну, интересно, еще вот мы знаешь, как... Ага. если ты хочешь не так, а хочешь как-то по-другому, тоже коуч. Мгм. Мгм. Да, говори, говори. Да, ты знаешь, у меня прямо сейчас такая мысль возникла. Мне кажется, мы вот эту тему немножко так вскользь затронули, что есть такой миф, что коуч нужен бизнесменам, что это какая-то такая Да. мотивационная, вот именно бизнесовая тема. Ты сказала, Мгм. что коучи на самом деле бывают очень разные. И вот тут Да. прям хотелось на этом сделать акцент, что на самом деле коуч нужен тому, кто чего-то хочет вообще. Мгм. Да. И захотеть чего-то захотеть, Мгм. это тоже коучинговый запрос. То есть вот это все про, ну, главный коучинговый вопрос, чего я хочу. Собственно, вот если ты чего-то хочешь, вот неважно в какой сфере, от, там, я не знаю, тапочек до покорения мира, от тебе к коучу. То есть абсолютно вообще в любой сфере. То есть это такая большая возможность и ну, познание и себя, и мира вокруг, и перемен, и другого уровня общения с близкими, окружающими. То есть это то, что влияет вообще на все. А еще мы работаем с мечтой. Можно приносить на коучинговые сессии самые, как казалось бы, знаешь, нереальные, невозможные какие-то мечты. И удивительным образом они реализуются. Да, это так. Есть там некая магия. Мгм. Да. Так что все, кто смотрит, приходите, записывайтесь. Ссылку оставлю для записи. Есть в описании к видео. Мгм. На бесплатную сессию можно попробовать, кто хочет, лично там ко мне или к Свете. Можно лично нам написать, Да? и прийти, и пообщаться. Будем рады любым запросам, самым невероятным, самым неожиданным. Вам интересно. Первая сессия бесплатна, вы можете прийти, посмотреть, а вообще вам этот специалист подходит или нет. Этот коуч вообще для вас, потому что тему рапорта никто не отменял, да, Мгм. и действительно не все для всех, и это не все коучи одинаково полезны. Да. Ну и еще хотела добавить, для тех, кто дослушал нас до конца, что мы планируем проводить такие эфиры регулярно. Вот. И, возможно, мы еще там потестируем, какой день это будет, в какой Мгм. день недели, но можно там следить за анонсами у Светы в канале, у меня в сторис я буду выкладывать. Либо можно прям написать, спросить у нас, там, кто тут знает наши контакты, когда следующий эфир. Мгм. Вот, то есть это будет регулярно. И даже можно заказывать темы для разборов. Вот, и Да. я думаю, что мы, может быть, еще дальше там, ну, обсудим, конечно, введем. У меня такая сегодня родилась мысль, что, может быть, будем делать какие-то демо. То есть Я прям тоже можно сейчас будет, сижу об этом думаю. Да, да, да. Предложить вот, демо-сессии. Да, 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 да. что можно будет прямо у нас же на эфире прийти в прямом эфире, получить небольшую демо-сессию, чтобы Мгм. посмотреть, что такое коучинг. Ну и чтобы, собственно, на канале у нас тоже те, кто не знают, что это такое, кому интересно, можно было бы посмотреть, что такое Мгм. трансформационный эриксоновский коучинг, вот, как это работает, что происходит. Как меняется жизнь людей. Да. Да. Ну что, будем прощаться? Да, я считаю, Всем что большое первый блин, спасибо. блин не комом, да.